Всем привет, это Respace, и это очередной обзорный скетчбук, который явно никто не ждал. Все дело в том, что после того, как я так часто забивала на предыдущий свой скетчбук, я решила устроить небольшой челлендж и посмотреть, смогу ли я закончить скетчбук меньше, чем за месяц. И у меня получилось. Этот я закончила за 11 дней, но нужно учитывать, что здесь намного меньше страниц, вместо 40 24. По идее, было 26, но 2 я вытерла, потому что они мне не нравились. И страниц так мало, потому что я захотела сравнить еще раз госзнаковскую бумагу и ту самую склейку от Canson. И это единственный скетчбук с госзнаком, который у меня остался. Похоже, делала я его из остатков, поэтому страниц куда меньше. И я снова записываю на балконе, так что, возможно, будут слышны машины, сигнализации и прочее, так что заранее за это извиняюсь. И выложу я это, скорее всего, в свой день рождения, так что можете поздравить. По наклейкам я не знаю, кому-то вообще интересно слушать, где их достала или нет, но все, что вот здесь по кругу, это из Московской конвенции. Эти 3 с интернета, а вот мелкие я покупала на Etsy. Очень забавные. В прошлый раз, по-моему, этой наклейки не было, и для тех, кто не смотрел мои предыдущие обзоры, эти наклейки мне подарила одна из подписчиц, отправила мне письмом. Их там было где-то 20 или около того, таких вот сердечек. И я решила в каждый скетчбук вклеивать по одному. Но после переезда я думала, что все потеряла, в итоге нашла где-то пару месяцев назад, и в этот скетчбук я вклеила такую апельсиновую. И, как и в прошлый раз, я написала темы, которые можно затронуть, если вдруг нечего будет рисовать. И из всего этого я не рисовала, пожалуй, только анатомию в целом и азиатов. Зато руки и ноги здесь есть. Целый разворот с фассбендером, модные ребята, и монстров тоже достаточно. Первую страницу я выдрала, потому что, оказывается, госзнак совсем не дружит с какими-либо красками, что очень грустно, и после этого, скорее всего, я больше не буду использовать госзнаковскую бумагу. Да здравствует Canson. И еще один маленький совет. Я не знаю, одна ли я такая или у многих такая проблема. Я очень не люблю первые страницы и последние. Будь моя воля, я бы просто заклеила все наклейками и рисовала дальше. Но нашла вот такой вот выход, что на тоже первых и последних, скорее всего, в дальнейшем я просто буду рисовать модных ребят, потому что это относительно просто и не требует каких-то мыслительных процессов. Просто находишь фоточку в Инстаграме и все. Эти ребята с блога о уличной японской моде в Инстаграме. Здесь я пыталась придумывать сама одежду. Рисовала все это, пока я смотрела фильм «Живое», по-моему, у нас перевели. Забавная штука, но «Чужое» мне нравится больше. По одежке, в принципе, неплохо получилось. С обувью, правда, нужно поработать. Вот эти 2 варианта мне не очень нравятся. И дамочку в доспехах. А еще на будущее скажу, я очень часто вклеивала сюда разные наклейки. И вышло, в принципе, забавно, но не всегда было удобно рисовать с другой стороны. Так что у всего есть свои недостатки. И так как краски здесь вообще не работают, я пыталась красить хотя бы цветными карандашами. И также часто использовала свой любимый линер 0,5. Ну, точнее, 0,05 миллиметра. Очень классная штука. Это все я смотрела... Это все? Да. Рисовала это все, пока смотрела «Королеву проклятых». Тоже напишите, интересно ли вам слушать, что я смотрела, пока рисую, потому что обычно я всегда что-то смотрю. В общем, «Королева проклятых» очень странный фильм даже в оригинале. Я думала, что озвучка все портит, но актерская игра в оригинале тоже очень-очень странная. Зато там классная музыка. А этих ребят я смотрела... Что я опять говорю? Я рисовала этих ребят, пока смотрела какую-то подростковую мелодраму от нечего делать, потому что часто мне просто нужен фон какой-то, чтобы что-то играло. И наклейка со стичем.
шлемы всякие, ребята в доспехах. Вообще, рисовать доспехи очень весело, именно в скетчбуках для меня почему-то. Полноценку, по-моему, ни разу не рисовала с кем-то в доспехах. Нашла очень хороший выход. У тебя нет домашних животных, нарисуй их. И вообще рисовать собак оказалось очень весело. Потом еще будет пару скетчей. Что да, очень классно. Попробуйте порисовать собак. Это не так сложно, как кажется. Надо просто разобрать все на, я не знаю, цилиндры, квадраты и прочее. В общем, на простые формы, и потом будет не так сложно. И куча наклеек. Здесь чисто из-за того, что челлендж, собственно, и мне нужно было, чтобы закончить его до дня рождения, заполнять по 1-2 страницы в день. Здесь у меня особо не было настроения, поэтому я просто открыла Pinterest и взяла первые попавшиеся фото и нарисовала этих ребят. Этот парниша не был в таком прикиде, на нем были кроссовки, шорты и обычная футболка, но, мне кажется, колготки в сетку добавляют свои изюминки. А здесь я снова пыталась рисовать какую-то свою одежку. У меня причем она выходит в каком-то одном стиле, из одной коллекции, что ли. Но мне очень нравится. Выпускали бы такое в обычных магазинах, я бы носила. Или если бы сама умела шить. Немножко не отошла от собак. Этот разворот я рисовала, пока смотрела 13 причин почему. На самом деле не совсем понимаю весь хайп вокруг этого сериала, и я посмотрела и ни разу ни слезы не проронила, вообще ничего, как бы пофигу просто. И школьные, я не знаю, голубки, не голубки, не знаю. Идем дальше. Очень много всяких наклеек. Это снова сериал. Я немножко не отошла от собак, и эту страницу я рисовала, пока сидела в торговом центре с моей новой знакомой из Казани. Оказывается, здесь есть немало людей, которые рисуют, и тоже хотят посидеть где-то вне дома. Так что мы просто списались, договорились встретиться и очень мило посидели. Продуктивно, на удивление. Этот парень был с фото с Пинтереста нарисован. Алиса с головы, у нее очень поломанные ноги, и вообще с ногами у меня дикая проблема. Со ступнями уж тем более. В общем, я пыталась. Просто я пыталась. Я все еще не бросаю идею нарисовать серию с разными ее платьями и с локациями, с фоном и все такое. Мне кажется, было бы очень клево сделать потом какую-нибудь серию открыток или что-то в этом роде. Это тоже рисовала на встрече с референсов со всякими экшн-позами, которые мне давным-давно лежали на планшете. А одежку я снова пыталась придумывать сама, и вышло даже неплохо. Своеобразно, я бы сказала, но выглядит интересно. И этих ребят я тоже рисовала на сходке. Для тех, кто не в курсе и вообще не в фандоме и все такое. Я очень люблю рисовать Инвизибили и Портера из Monster High. Я не знаю, почему я их так сильно шиплю, хотя это абсолютно не канон, и они даже наверняка никогда не встречались, но, не знаю, мне просто нравится эта парочка. И скетч, кстати, рисовала с головы, и вышло очень круто. Я очень люблю, когда парни носят такие... Они вроде бейсбольными футболками называются. Вроде бейсболя такая форма. В общем, очень классные футболки. И пыталась рисовать Валентина, пока смотрела оригинальный фильм про Чаки. Я не помню, «Детские игры» называется или что-то такое. Я очень сильно смеялась, на самом деле. Абсолютно не страшный... юмористический фильм, я бы сказала. Не знаю, как этого можно бояться, даже если ты мелкий. И он мне не понравился, я решила его заклеить. Не знаю, что там было не так, но вот иногда бывает, что не нравится, и все тут. И очень много наклеек в целом. А здесь я пыталась рисовать эмоции. Вроде вышло неплохо. Самый разворот с руками и ногами. Рук тут, конечно, больше.
И здесь я подумала, что нужно больше внимания уделять всяким складочкам и именно коже, потому что мы не пластилиновые, у нас кожа, и она складывается. Я не знаю, как объяснить, но, в общем, если будешь рисовать складочки, руки будут выглядеть куда реалистичнее, чем без складочек. С ногами, в принципе, та же история. Просто практики ради. Очень забавный уж разворот. Думаю, дальше и побольше буду делать такого всякого анатомического. Те, кто смотрел предыдущий обзор, знают, наверное, что меня немножко понесло по-чужому и Прометею и всему такому. Так что здесь я снова пыталась рисовать Фассбендера. Все еще набираюсь храбрости перед чем-нибудь полноценным. С моим этим пунктиком по поводу похожести, мне кажется, я так долго еще буду готовиться. Здесь я пыталась рисовать вот этот же стул, только линнером, без всякого наброска. Конечно же, я накосячила и заклеила это наклейкой. А здесь я покрасила его акрилом. Выглядит довольно странно, и он похож на арбуз, но фиг с ним. Не знаю, узнаваемый или нет, но здесь я пыталась рисовать Мелани. Сначала мне казалось, что вот здесь она очень похожа, потом как-то стала сомневаться. Эту страницу я рисовала, пока смотрела «Дракулу 2000», и тоже небольшая забавная история. Почему-то в детстве я думала, что это офигеть какой пошлый фильм. И когда я пересматривала, я вообще не поняла, почему я так думала, потому что за весь фильм там есть только одна сцена, которую даже постельной это сложно назвать. Странно очень. И я решила сделать тут даже коллаж своеобразный из наклеек. Выглядит клево. Тут я снова начала стрессовать, что нужно рисовать каждый день, что нужно закончить, успеть и все такое. И, возможно, мне не надо было так давить на себя, потому что за вот эти 1,5 недели я не рисовала ничего полноценного, и потом очень боялась, что у меня что-то плохо получится. И как назло, мне нужно было рисовать кучу подарков, и сейчас все равно осталось куча долгов. Потихоньку разбираю, вроде становится проще как-то, но конкретно тогда я очень стрессовала. И вообще не нужно на себя давить и заставлять что-то делать. Тут очередная попытка в «Голубей и свидетелей». До сих пор удивляюсь, почему Лукаса мне легче рисовать, чем Филиппа. Потому что, не знаю, это очень странно. Я уже не в первый раз страдаю с Филиппом. Тут я не знаю, с какой попытки более-менее получилось, но меня все равно не устраивает его лицо. Но решила уже оставить, потому что дальше стирать было просто опасно. И как-то очень резко вспомнила про транзистор и решила нарисовать Red. Здесь еще больше ребят из Monster High, Рошель из пляжной серии и сет с Фрэнки Джексоном, по-моему. У меня даже есть вот это Фрэнки, и мне очень-очень нравится этот сет. Они очень милые. И просто наклейки, потому что нужно как-то занять место. Пам-пам! Предпоследний разворот. Я сказала, меня сильно занесло, и я хотела быть готовой, и почему-то решила, что после целого разворота с фассбендерами я прямо сяду и нарисую быстренько полноценку, но этого до сих пор не произошло, я до сих пор нервничаю и боюсь что-то рисовать. Возможно, еще один разворот с этим поможет. Не знаю. И, кстати, на это все ушло практически целая ночь с перерывами. В тот день я решила исправить свой режим сна и не спать сутки. Это были ужасные сутки. Вообще не делайте так. Ложитесь пораньше каждый день и не мучайте себя. Надо о себе заботиться. Вот. На каждую голову, я не знаю, и по полчаса могло идти, где-то рисовала быстро, где-то дольше. Но в целом мне очень нравится.
довольно здорово. Это лицо мне тоже не понравилось, я решила его заклеить. А это, собственно, я рисовала в те сутки, пока не спала. У меня дико плавились мозги, из-за этого, собственно, я и выдернула последнюю страницу, потому что там был какой-то бред. Но вот эти скетчи мне было жалко выкидывать, поэтому я решила вклеить на страницы, на которых я обычно не рисую. Не знаю. Классно. Надо собраться и нарисовать что-то полноценное все-таки. И все на этом. Как я и сказала, очень-очень маленький скетчбук. Надеюсь, вам понравилось. В очередной раз напомню, что, скорее всего, у меня день рождения, поэтому можете поздравить. И да, следующие видосы будут уже со всякими полноценными штуками. Возможно, летом соберусь и сделаю видео о том, как фигачить значки или наклейки. Посмотрим, как там получится. Надеюсь, вы хорошо проводите свое лето. Напишите по традиции, какой разворот вам понравился больше всего. Этот обзор, конечно, вышел куда короче остальных, но пусть будет. Я очень старалась и сильно стрессовала, и не знаю. В целом, он мне все равно нравится, и я рада, что устраивала такой челлендж. А вы наверняка будете рады новому обзору, так что да. Всем хорошо от этого. И на этом все, наверное. Веселитесь, отдыхайте. И до следующего видео. Всем пока.